Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший пирог-торт. Будет он шоколадным, а крем у нас будет лимонный заварной. Готовится совсем несложно. Прежде всего нужно приготовить крем. В сотейник с толстым дном выкладываем 100 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара, 40 грамм кукурузного крахмала и цедру одного лимона. Добавляем 2 яйца, все перемешиваем, чтобы не было комочков. Вливаем 500 мл молока. Пошаговые рецепты в граммах и в стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. Все перемешиваем, ставим на большой огонь сначала, все время перемешивая, завариваем крем. Когда появится пар, уменьшаем огонь и завариваем густой крем. Убираем его с огня, добавляем 40 грамм сливочного масла и сок одного лимона. Все как следует размешиваем. Когда крем станет однородным, перекладываем его в плоское блюдо, накрываем пищевой пленкой в контакт. Нам нужно, чтобы крем немножко остыл и не заветрился, пока мы будем готовить шоколадное бисквитное тесто. Для теста нам понадобится 4 яйца, щепотка соли, 200 грамм сахара. Все миксером взбиваем до однородности, посветления массы и увеличения ее в объеме. Продолжая взбивать, добавляем 100 мл растительного масла без запаха и 200 мл молока. Все продукты должны быть одинаковой комнатной температуры. В этом рецепте я пользуюсь стаканом объемом 250 мл. Это наши жидкие компоненты. Сухие компоненты: 200 грамм мука, 10 грамм разрыхлитель, 40 грамм какао. Сухие компоненты просеиваем в миску с жидкими компонентами и миксером замешиваем однородное тесто. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Тесто у нас получается достаточно жидким. Форма у меня 30 на 20 сантиметров, разъемная, дно бока я выстелила пекарской бумагой. Половину теста выливаем на дно формы и ставим заранее разогретую на 180 градусов режим верх-вниз духовку запекаться 10-12 минут. Пока запекается половина теста, крем перекладываем в кондитерский пакет. Крем немножко уже остыл, он не горячий. Прошло 12 минут, проверяем готовность. Тесто не должно прилипать к пальцу. Теперь выкладываем крем. Как видите, это делать удобно при помощи кондитерского пакета. Ровным слоем все выкладываем, разравниваем. И теперь нам нужно на крем выложить оставшуюся половину шоколадного теста. Я это делаю при помощи половника, чтобы слои крема и теста не перемешивались, были ровными. Выкладываем вторую половину и ставим назад в духовку. Печься еще 25-35 минут. В моей духовке пирог пекся 35 минут. Готовность проверяем на сухую зубочистку. Даем пирогу полностью остыть в форму. А лучше будет, если вы еще поставите на пару часов остывший пирог в холодильник. Только после этого убираем форму, убираем пекарскую бумагу, перекладываем пирог на блюдо. Я еще решила его украсить растопленным шоколадом. 30 грамм шоколада положила в кондитерский пакет и поставила в стакан с горячей водой. И сверху я еще посыпаю цедрой лимона. Можно этого не делать, просто посыпать пирог сахарной пудрой или какао. Сейчас мы пирог разрежем и будем пробовать. Режется он прекрасно, а посмотрите, какой красивый в разрезе кусочек. Какие ровные слои. Пробуем. Друзья мои, это волшебно. Шоколадный мягкий бисквит, кисленький лимонный крем. Приготовьте, это так просто и очень вкусно.